Фильм начинается с текста о взрыве в 2017 году. В тексте объясняется, что американские военные задействовали гигантскую неядерную бомбу в отдаленной провинции повстанцев. Группа летчиков-истребителей во главе с капитаном Кейт внезапно подвергается атаке ракет. Пилоты пытаются защитить себя, применяя средства противодействия, но это бесполезно. Одна из ракет поражает самолет Кейт, и это заставляет ее вспомнить некоторые воспоминания о семье. Кейт падает на землю, и ее спасает ее товарищ по команде, но прибывает группа повстанцев. Товарищ Кейт просит ее притвориться мертвой и пытается стрелять в повстанцев, но его сбивают. Кейт продолжает притворяться мертвой, чтобы обмануть повстанцев, и использует свой обман, чтобы убить двоих из них. Один повстанец атакует Кейт своим мечом, но его сбивает ее товарищ по команде. Кейт эмоционально прощается со своим товарищем и пытается связаться по радио, но ответа нет. Оказывается, один из повстанцев выжил, и он воссоединяется с другими своими товарищами по команде. Повстанцы находят Кейт и нападают на нее. Она стреляет в них в ответ и отказывается сдаваться, несмотря на то, что ее значительно превосходила численностью. Кейт делает все возможное, чтобы сражаться со своими противниками, но у нее кончаются патроны, поэтому она вынуждена зайти в пещеру. Чтобы спрятаться от повстанцев, Кейт достает одну из своих светящихся палочек и исследует пещеру, которая на самом деле оказывается своего рода бункером. Повстанцы следуют за ней, и напряжение растет, поскольку Кейт пытается избегать своих врагов. После некоторого времени Кейт достигает странной комнаты, где она находит гниющий труп. Кейт смущена, увидев это, поэтому она начинает расследование в комнате и находит листок бумаги с написанными на нем русскими словами. Кейт быстро понимает, что это лаборатория для испытаний людей, поскольку внутри находится несколько капсул с телами. Кейт находит переносной жесткий диск и берет его, но повстанцы также достигают лаборатории. Они шокированы, когда видят тела внутри капсул, и Кейт использует это, чтобы атаковать повстанца. Она сбивает его и крадет его оружие, чтобы защитить себя. Повстанцы стреляют в Кейт и в конечном итоге ломают одну из капсул. Это приводит к тому, что тело внутри капсулы выпадает из нее. Кейт убегает и находит вентиляционное отверстие и решает войти в него. Кейт медленно проходит мимо и избегает ищущих повстанцев. Вдруг упавшее тело просыпается и оказывается смертельным монстром. Он убивает одного из повстанцев и лакомится его плотью. Тем временем Кейт ловит повстанец, но она использует сигнальную ракету, чтобы сбить его, и карабкается наверх. Другой инсургент держится за ногу Кейт и не отпускает ее. Однако появляется монстр и убивает его одним ударом. Потрясенная и растерянная Кейт убегает и чудом спасается от монстра, выбравшись из пещеры. Кейт стреляет в монстра из своей винтовки, но она не может его убить, поэтому она привязывает цепь к дверям, чтобы запереть его внутри. Кейт сталкивается с повстанцем по прозвищу Борода, но он быстро убегает, заметив монстра. Кейт пытается найти путь в безопасное место, но время начинает истекать, поскольку ее травмы становятся все хуже. Внезапно команда американских солдат находит Кейт и сообщает, что их послали сюда. Один из солдат тщательно обыскивает тело Кейт и забирает ее медальон, а также жесткий диск. Кейт умоляет команду как можно скорее покинуть эту провинцию, но солдаты не воспринимают ее всерьез и приводят в свой лагерь. Кейт встречается с майором, и Борода также был задержан американскими солдатами. Кейт рассказывает майору о русском бункере и смертоносном монстре, но он не слушает ее чушь, потому что он думает, что это смешно. Кейт остается непреклонной в том, что она видела, было реальностью, но майор издевается над ней, говоря, что у нее нет боевого опыта. И тут появляется сержант Хук и ручается за Кейт, но даже в этом случае майор отказывается следовать совету Кейт. Позже Кейт дерется с солдатом Карнроу из-за кражи ее медальона, но она пытается вести себя невинно, но появляется Хук и приказывает ей вернуть медальон Кейт. Хук теперь разговаривает с Кейт и пытается заверить ее, что она в надежных руках, хотя майор был с ней не слишком дружелюбен. Кейт хочет узнать больше о Хуке, так он говорит, что потерял в бою двух своих солдат из-за собственного безрассудства. Теперь майор открывает письмо, адресованное ему, и выказывает признаки беспокойства. Это побуждает майора позвонить полковнику и сообщить о его взаимодействии с Кейт. Доктор лечит Кейт от травм, и она замечает рядом с собой Берди.
Кейт просит Берди высказаться, поскольку он тоже видел монстра, но доктор говорит ей, что Берди не знает английского. Хук заходит в палатку и хочет поговорить с Кейт о том, что она видела в бункере. Кейт записывает русский текст, который она видела в лаборатории, так как у нее фотографическая память. Кажется, никто не понимает, что означает этот текст. Это в принципе неудивительно. Но затем Берди показывает, что он может говорить по-английски так же хорошо, как и по-русски. Берди говорит, что текст переводится как «не открывать», и объясняет, что вдохновителями всего были Советы. Хук утверждает, что таинственным бункерам должно быть 30 лет, если они принадлежали коммунистам, и ни один человек не смог бы выжить так долго. Однако Берди говорит то, что там внизу не является человеком. С приближением ночи кажется, что монстры просыпаются ото сна. Монстры также могут открывать запертые двери, и они выходят из бункера. Оказывается, майора увольняют по собственному желанию, поэтому он решает использовать жесткий диск, который нашла Кейт, как рычаг против полковника. Снаружи солдаты следят за повстанцами, но Хук продолжает думать о том, что ему сказали Кейт и Берди. Внезапно один солдат исчезает, а затем другой замечает монстра. Они начинают стрелять в монстров, но они очень быстрые и могут уклоняться от пуль. Далее солдаты пытаются помешать монстрам проникнуть в их лагерь. Майор узнает об атаку и приказывает своим солдатам убить монстров. В конце концов, монстры врываются в лагерь, и все становится еще хуже, когда один из них входит в палатку майора. Майор пытается застрелить монстра, но у него кончаются патроны, поэтому он пытается достать пистолет. Еще один монстр врывается в палатку доктора и нападает на Кейт. Он использует свой змеиный язык, чтобы задушить Кейт, но, к счастью, Берди спасает Кейт, отрезав монстру язык и зарезав его. Ситуация ухудшается, поскольку в результате жестокого вторжения погибает все больше солдат, и даже майор борется против монстра. Теперь Кейт присоединяется к Хуку и остальным выжившим. Команда решает разделиться, чтобы спасти майора, и они достигают его вовремя, прежде чем он будет убит. Это позволяет майору прикончить монстра битой. Он хочет остаться один, но его солдаты переносят его к оставшейся группе. На них нападают еще раз, но Кейт напрыгивает на монстра и несколько раз наносит ему удары. Слишком много монстров, с которыми нужно справиться, поэтому команда решает спрятаться внутри пустого грузового контейнера. Солдаты спрашивают Берди, знает ли он что-нибудь о монстрах. Берди рассказывает о вторжении коммунистов в его страну. Опять эти дебилы пытаются на кого-то напасть, и упоминает, что примерно в это же время начали появляться монстры. Берди говорит, что в прошлом его отец был частью команды, которая уничтожала монстров, но он был убит во время своей миссии. Наступает рассвет, и монстры убегают, но они также забирают с собой трупы монстров. Чувствуя себя в безопасности, солдаты пытаются создать план. Они немного поискали и нашли труп монстра и отнесли его на обследование врачу. Доктор замечает, что у трупа монстра очень острые зубы, и это заставляет Кейт подозревать, что эти зубы могут принадлежать акуле. После еще нескольких наблюдений врач приходит к выводу, что монстры не любят солнечный свет, потому что их тела могут быть не приспособлены к ультрафиолетовым лучам. Сейчас доктор вынимает некоторые внутренние органы монстра. Доктор шокирован, узнав, что монстр на самом деле гуманоид, поскольку обладает человеческими органами. Каждый в шоке, услышав это, но именно тогда майор говорит, что эти существа представляют собой смешанные гибриды с людьми. Он извиняется перед Кейт за то, что сомневался в ней, и говорит, что найденный Кейт жесткий диск хранил все ответы, которые им нужны. Майор продолжает объяснять, что американская разведка какое-то время изучала эту провинцию, потому что коммунисты нашли способ интегрировать иностранные ДНК в человека. Все началось в декабре 1979 года, когда некоторые советские жители наткнулись на инопланетный космический корабль в горах Гиндукуша. Майор утверждает, что это была настоящая причина, по которой Советы вторглись в Афганистан, потому что им нужна была инопланетная ДНК для интеграции в испытания на людях. Солдаты не могут поверить, что советско-афганская война была всего лишь дымовой завесой. Сейчас группе нужно найти другой способ спастись, потому что топлива у них осталось мало. Майор чувствует себя виноватым за то, что подвел свою команду, но внезапно тело монстра просыпается и нападает на солдат. Он хватает Кейт и пытается атаковать своим длинным языком, одновременно отбиваясь от Хука и других солдат. Дела выглядят плохо, но Кейт думает быстро и бьет монстра, чтобы освободиться. Майор жертвует собой и атакует монстра с помощью ручной гранаты. После этого солдаты понимают, что монстр использует свой язык, чтобы читать мысли Кейт.
Кейт говорит, что им следует взорвать русский бункер и Плешивого в бункере, потому что она знает, где он находится. Солдаты соглашаются с Кейт, а также решают освободить Берди. Однако Берди не хочет уходить, потому что хочет отомстить за смерть отца. Кейт, Хук и остальные собираются вместе и придумывают план, как взорвать бункер всеми оставшимися у них боеприпасами. Все заряжаются оружием и достигают бункера. Там они закладывают все свои бомбы. Однако Кейт роняет свой медальон, поэтому Хук на мгновение останавливается, чтобы вернуть его Кейт. Это позволяет монстру схватить его. Бомбы готовы к срабатыванию, но Кейт получает радиосигнал от Хука и решает вернуться внутрь, чтобы спасти его. Солдаты сначала против этой идеи, но в конце концов согласны с Кейт. Они садятся в лифт и их опускают вниз. Однако радио врача ловит сигнал тревоги, предупреждая всех покинуть этот район в течение следующих 20 минут. Доктор немедленно предупреждает об этом Кейт и остальных, но они решают продолжить независимо от опасности. Тем временем на Хука нападает монстр, который пытается прочитать его мысли, используя свой язык. Хук действует быстро и отрезает язык, тем самым позволяя ему убить монстра. Хук находит тело мертвого солдата и вооружается оружием. Кейт пытается связаться с Хуком и узнать его местонахождение, пока команда ищет его в лаборатории. На другой стороне Берди находит еще несколько подопытных и, кажется, идентифицирует их как своих людей. Это заставляет его подозревать, что его собственный отец также стал жертвой советских экспериментов. Кейт включает свет, и это приводит команду к обнаружению гигантского монстра внутри гигантской капсулы. Хук связывается с Кейт, но внезапно он сталкивается с монстром. Тем временем на доктора нападают некоторые повстанцы, которые замечают его внутри машины. Начинают вылупляться новые монстры, поэтому солдаты убегают и запирают дверь, но кому-то нужно остаться позади, чтобы держать дверь закрытой. Британский солдат добровольно приносит себя в жертву и убеждает остальных бежать. Напряженность нарастает, когда солдат Каринроу замечает еще одного монстра и остается, чтобы бороться с ним. Кейт хочет ей помочь, но Хук просит Кейт остаться с командой внутри лифта. Солдатка Каринроу борется со своим противником и убивает его огнетушителем. Однако появляется другой монстр и убивает ее. С другой стороны, у британского солдата нет сил, поэтому он отпускает дверь. Затем он бросается на монстров с гранатой, и мы видим мощный взрыв внутри бункера. Хуку удается спрятаться от взрыва, в то время как все ближайшие монстры умирают. Машину начинает тащить в бункер, потому что на Кейт и остальных нападают монстры, скопившиеся на лифте. Тем временем врач изо всех сил пытается бороться с повстанцами, но безуспешно, и он сдается повстанцам. Берди сталкивается с монстром и понимает, что на самом деле это его отец. В конечном итоге автомобиль падает в бункер. К счастью для Кейт, ей удается выйти из лифта как раз перед аварией, и она воссоединяется с Хуком. Кейт и Хуку удается выбраться из бункера и убить повстанцев, нападавших на врача. Выжившие замечают поблизости самолет, поэтому быстро садятся в машину и едут подальше, насколько они могут. Самолет сбрасывает гигантскую бомбу и уничтожает все бункеры. Кейт, Хук и доктор переживают взрыв, и Кейт раскрывает, что солдат Каринроу смогла передать ей жесткий диск, прежде чем пожертвовала собой. Фильм заканчивается тем, что выжившие пытаются уехать в безопасное место, но у них возникают проблемы с машиной.